24 августа 2001 года авиалайнер Airbus A330 авиакомпании Air Transat выполнял плановый межконтинентальный рейс 236 по маршруту Торонто-Лиссабон. На борту самолета находились 13 членов экипажа и 293 пассажира. Перед вылетом в самолет было залито 47 тонн авиатоплива, что на 4,5 тонны больше необходимого для этого маршрута. В 0 часов 52 минуты авиалайнер вылетел из аэропорта Торонто. После вылета диспетчер трансатлантического сообщения с целью разгрузки воздушного коридора перевел рейс 236 в другой коридор на 100 километров южнее. Полет проходил нормально, пока в 5 часов 16 минут в кабине пилотов прозвучал звуковой сигнал, и на дисплее компьютера появилось сообщение о низкой температуре и высоком давлении масла в правом двигателе. Поскольку такие сообщения являются крайне редкими и не свидетельствуют о серьезной неполадке, пилоты посчитали их ошибкой компьютера. Они связались с технической службой авиакомпании Air Transat, которая не смогла найти решение и посоветовала пилотам продолжать отслеживать ситуацию. В 5 часов 36 минут пилоты получили звуковой сигнал и сообщение на дисплее компьютера о дисбалансе авиатоплива. Продолжая подозревать сбой компьютера, пилоты предприняли стандартную процедуру перекачки авиатоплива из левого крыльевого топливного бака в почти пустой правый с целью выровнять поперечную центровку самолета. Командир начал подозревать, что утечка авиатоплива все же имеет место быть, поэтому он вызвал старшую стюардессу и попросил ее через пассажирские иллюминаторы посмотреть, не видно ли утечки авиатоплива из правого крыла. Однако из-за темного времени суток и недостаточной технической подготовки стюардесса не смогла увидеть утечку. В 5 часов 46 минут пилоты приняли решение о развороте в сторону авиабазы Ложеш на Азорских островах, находившейся в 320 километрах от них. Связавшись с авиадиспетчером, они объявили топливную тревогу. Сигнал, оповещающий наземные службы о том, что для обеспечения посадки в ближайшем безопасном аэропорту будет задействовано авиатопливо из минимальных резервов. В 6 часов 13 минут, когда до авиабазы оставалось 217 километров, авиатопливо в правом крыльевом баке кончилось, и правый двигатель остановился. Убедившись, что на самолете действительно произошла утечка авиатоплива, пилоты перекрыли перекачивающий насос с целью сохранить остаток авиатоплива. На одном двигателе лайнер не мог оставаться на прежней высоте и начал постепенно снижаться. В 6 часов 26 минут, через 13 минут после остановки правого двигателя, авиатопливо полностью иссякло и прекратил работу левый двигатель. Авиалайнер в этот момент находился на высоте 10 600 метров, в 120 километрах от авиабазы. Отказ обоих двигателей привел к остановке главных электрогенераторов. Автоматически включилась аварийная турбина, однако 70% систем самолета оказались обесточены, включая гидравлическую систему, управляющую закрылками, спойлерами и воздушными тормозами. На авиабазе все аварийные службы были приведены в полную готовность. Тем временем, пока второй пилот удерживал курс, командир рассчитал, что при скорости снижения около 600 метров в минуту у них есть 15-20 минут на приземление. К авиабазе рейс 236 подошел на большой высоте и с высокой скоростью. Командир совершил несколько поворотов по курсу, чтобы снизить высоту и скорость самолета. Однако погасить скорость до посадочной им не удалось. В 6 часов 45 минут на скорости около 370 км в час вместо рекомендованной 310 рейс 236 произвел посадку в 310 метрах после точки начала взлетно-посадочной полосы. Пилоты применили экстренное торможение, но из-за неработающей антиблокировочной системы на заклиненных колесах шасси начали взрываться шины. Лайнер остановился в 1 километре от конца взлетно-посадочной полосы. При этом у него лопнули 8 шин из 10. При посадке никто из 306 человек на борту не пострадал. При эвакуации
Незначительные травмы получили 2 бортпроводника и 16 пассажиров. Командир и второй пилот сумели спланировать на реактивном самолете с неработающими двигателями на расстояние в 120 километров, чего до них не делал никто. Основными факторами удачной посадки стали перевод диспетчером самолета на 100 километров южнее, решение пилотов повернуть к Азорским островам с сохранением эшелона полета, а также относительно спокойная погода. Расследование причин аварии рейса 236 проводил португальский департамент по расследованию и предупреждению авиационных происшествий совместно с канадскими и французскими представителями. Было установлено, что за 5 дней до полета рейса 236 19 августа на самолете был заменен правый двигатель. В соответствии с контрактом поставленный двигатель не был укомплектован гидравлическим насосом, поэтому ремонтный персонал переставил насос со старого двигателя. Место крепления насоса на новом двигателе несколько отличалось от старого, в связи с чем масляный шланг был немного длиннее и в соответствии с указаниями производителя должен быть заменен. Но обслуживающий персонал проигнорировал это указание. В результате армированный шланг маслопровода начал тереться о резинометаллический шланг топливной системы, и в итоге 24 августа, когда самолет находился над Атлантическим океаном, в топливном шланге образовалась течь. В самолете Airbus A330 применяется стандартная система охлаждения масла авиатопливом, которая проходит через масляный теплообменник. Но из-за утечки авиатоплива в теплообменнике возрос его расход, и, соответственно, возросла интенсивность теплоотвода, что вызвало переохлаждение масла и его загустевание, о чем пилотов и известил бортовой компьютер. Пилоты не могли предположить, что в самолете возрастом всего 2 года могла произойти столь серьезная неисправность. Вскоре топливный шланг лопнул, и авиатопливо стало вытекать со скоростью около 4 литра в секунду. Авиакомпания Air Transat полностью признала свою вину и была оштрафована на 250 тысяч канадских долларов. Одним из факторов инцидента стали ошибки пилотов, в частности командира, который с недоверием относился к предупреждениям бортового компьютера, считая их поначалу ложными. Но в то же время комиссия признала высокий профессионализм и безошибочные действия пилотов после того, как ситуация стала им ясной. В 2002 году обоим пилотам была вручена премия за летное мастерство за самое длинное в истории планирования. Смотрите также планер Гимли. Неофициальное название одного из авиалайнеров Boeing 767-200 авиакомпании Air Canada. Этот самолет выполнял плановый внутренний рейс 143 по маршруту Монреаль-Оттава-Эдмонтон, но во время которого, вскоре после вылета из Оттавы, у него закончилось авиатопливо и остановились оба двигателя.